Привет. Вот ко мне приехала такая посылочка и от питерского мастера, который делает различные апдейты для каяка. Итак, в этой упаковке у меня что есть? Давайте по порядку. Так, первое. Это лотки. Лотки, которые устанавливаются на лейеры. Такие вот. С небольшим зажимом, с водосливными отверстиями. Сюда кладутся приманки, ставятся между лейером и зажимается с помощью вот этих вот замков. Таких вот 2 штуки. Раз. И 2. Литье отменное, все выполнено крайне качественно, безупречно, я бы даже сказал. Вот такие вот 2 лотка. Следующее у нас крепление для ног, упоры. Их 2 штуки, правый и левый. Соответственно, предназначены они для передвижения с веслом на длительное расстояние. Когда, чтобы ноги не уставали, был правильный угол. Вот, ставятся такие вот 2 крепления. Здесь у нас есть противоскользящая поверхность. Выполнено, прочитаю, литье отменно сделано. И здесь у нас под Т-пазики. Там специально есть Т-пазы, лейеры, 2 рельсы, куда можно это все вставить. Отменно сделано, шикарная штука, просто кайф. Вот, тут даже где-то бренд его. Окей. Это его бренд. Не знаю, вставлять ли вы ссылку на его работы, потом посмотрим. Так, дальше что у нас еще идет? Следующее у нас это будет тоже такая интересная штука, если мы касаемся уже движения на весле. Такие вот стопоры для руля. Вставляется в плоскость между каяком и рулем. И руль фиксируется. С помощью этой резинки можно на ходу без проблем его достать. Прямо на ходу, чтобы не менял курс, когда мы идем по узким рекам на весле. Тоже прикольная штука. Все сделано интересно. Зазорчики, все как надо. Идеальная штука. Следующее у нас, если у нас уже касается еще апгрейдов, вот такие 2 штучки, которые дополнительно усиляют поверхность, в которой вращается руль. Она очень быстро стирается, постоянно идет контакт с какими-то поверхностями, поэтому такие 2 штуки, они намного толще заводских, с ребрами жесткости и выше по толщине. Так, следующее у нас идет одно из самых главных, ради чего, собственно, все затеивалось, это крепление. Это усовершенствование, которое придумал сам мастер, который значительно уменьшает люфты. Значит, с помощью вот этих 2 штук привод, он фиксируется намного лучше. Не будет у нас люфта. То есть есть проблема в педальном приводе, что он имеет небольшой люфт при движении. И, соответственно, вперед чуть-чуть больше износ идет. Начинает при движении постоянно люфтить. Изнашиваются все закладные. Поэтому вот такое вот крепление, которое проработал мастер, в теории должно служить намного дольше. Потому что он здесь все прям до мельчайших подробностей предусмотрел. Установлю, покажу. Так, следующее, что у нас. Если уже касается руля и крепления под него, то как не пройти мимо не руля, а привода. Почему-то я все время говорю руль, привод. Есть такая специальная пластинка для упора. Получается такая вот рама с ребрами жесткости. Сюда упирается руль. Здесь вставляется, получается, на кей предусмотрены такие посадочные отверстия под различное оборудование. Вот. И этот мастер, я не знаю, как это сам он придумал или нет, создал такую вот конструкцию, по которой можно сделать, в принципе, значительно усовершенствовать и доработать каяк. Возможно, это производитель сам закладывает. То есть, как оно работает? Ставится вот так. Здесь у нас имеется небольшое отверстие для центровочки. То есть и барашек. Там у нас встроенная резьба. Тут мы закручиваем. И вот сюда уже, вот таким образом, да.
Все это я покажу на каяке. И сюда уже два отверстия центрирующие. Там в каяке специально посадочные. Фиксируется. Здесь упор фиксируется. Сюда наш привод упирается. Мягкое изголовье. Соответственно, при длительной эксплуатации значительно уменьшается износ самого изделия. Ну, еще бонусом вот такая штука для крепления леера для, допустим, датчика эхолота. То есть крепится к лееру. Дальше у нас сюда датчик цепляется. Очень интересно. Тоже все классно сделано. Шикарная штука. Молодец, мастер этот. Так, что еще есть прикупилось такого, чтобы хотел посоветовать? Такое вот крепление на 0,7 килограмма, 700 грамм. Идеально под использование под различные штативы, крепится к моим различным креплениям. Очень жесткое, то, что надо. Ну, в принципе, покажу, что я, например, планирую на каяке с ним сделать. А планирую я с ним делать примерно вот такие штуки. Вот у меня есть такой телескопический штатив, который может выдвигаться на 3 метра, ну и там различные 3 метра. Таким образом можно снимать подводную съемку, снимать приманки с деревьев, потом доработаю, покажу, и коннектить его с этим креплением. Тоже 0,4 и 0,4. Получается такая вот конструкция. Все это покажу. Ну да, здесь у нас крепление тоже, ой, 0,4. 1/4 резьба под камеру. И здесь 1/4 тоже под камеру. Все, что хотел сказать. Первое, это стопор. Стопор крепится сюда между рулем и корпусом. И получается он обездвижен. Если надо снять, просто дергаем его сюда, и он вылетает. Так, второе. Второе, это вот это вот крепление. Отличный вариант, мне очень понравился. Я сейчас ставлю видео эксплуатации. Все четко работает, мотор не люфтит. Вбивал в такие коряги мотору. Река такая. Вот эта река Березна, мы только закончили сплав. В общем, крепление обалденно доработано, очень понравилось. Так, упор вообще не эксплуатировал, потому что надо, наверное, дальше отставлять сиденье. У меня был там слишком перегружен каяк всякими термосумками, всем ненужным оборудованием, поэтому мне особо они мне нужны были. Но в следующей эксплуатации обязательно попробую с ними походить. И вот эта штука мне понравилась прям вообще. Сюда крепила эхолот, ничего не светилось, только разбилось сюда. Все супер. Так, что еще тут из такого апдейта? Так, очень удобная штука. Все лобера хранил здесь, ничего не упадало. Вообще очень клево сидит, прям как надо. Это только песка, потому что был довольно интересный поход. Так, ну и крепление не использовал. В принципе, вот так вот оно выглядит. Ставится сюда. Здесь два основания завинчиваются в закладные. И сюда упор двигает, упирается в этот упор привод и не люфтит. В принципе, вот сегодня он бы мне пригодился, потому что сегодня очень много на приводе ходил. На приводе все шикарно. Единственное, если найдете на веселье, все-таки блокируется лучше рулей. Все, всем спасибо, пока.